Речка Нахаль-Кане, приток Нахаля-Яркон, в древности была границей между коленами Ефраима и Менаше. Позже, в период второго храма, она стала местом боев между евреями Иудеи и самаритянами Самарии, Шамрона. Еще позже – между самаритянами и Византией. Самаритяне никогда не покидали Шамрон и, в отличие от евреев, не уходили в диаспору. Известно, что царь Саргон II, победивший Израиль в VIII веке до новой эры, завоевал земли 10 северных колен и угнал в плен всего около 30 тысяч человек, знать и образованных людей. А еврейское население Шамрона было тогда гораздо большим. Стало быть, так называемый шамроним – это не только чужие, пригнанные сюда ассирийцами кутийцы, но и оставшаяся и не ушедшая в плен часть евреев, 10 северных колен Израиля. Известно, что разногласия с евреями у самаритян начались давно, еще в VI веке до новой эры. Тогда самаритянам отказали в их просьбе участвовать вместе с евреями в восстановлении Иерусалимского храма. Несколько столетий после этого параллельно существовали два царства – еврейская Иудея и самаритянская Шамрон. Иудейские цари неоднократно воевали с соседями-самаритянами. Разобраться, где тогда проходили границы, помогает археология. Известно, что после разрушения храма и восстания Бар-Кохбы в 132 году евреи были изгнаны из Иудеи и Самарии. Весь центральный горный хребет был очищен от иудеев, однако в сердце Шамрона, в римский и позже в византийский период, это 4-6 века новой эры, археологи находят то, что типично лишь для последователей иудаизма – миквы и синагоги. Это доказывает, что самаритяне продолжали процветать в Шамроне вплоть до VI века новой эры, до большого восстания самаритян против Византии. Оправиться от проигранной битвы за независимость самаритяне так и не смогли. Несмотря на то, что народ самаритян продолжал жить на земле предков, его численность постоянно падала и к началу XX века составляла всего 146 человек. Однако следы их былого величия разбросаны по всей Самарии. В этом видеосюжете мы посетим два удивительных места – Хирбет-Шхаде и Хирбет-Самара. Оба они находятся на стратегически важных высотах и контролируют древние дороги. Сегодня на месте этих дорог проложено 55-е шоссе, ведущее из Кфар-Саба на восток, и 57-е шоссе, ведущее из Натании. Хирбет-Шхаде находится недалеко от поселений Якир и Нофим, на южной стороне речки Нахаль-Кане, напротив поселения Карней-Шамрон. Чтобы увидеть, что осталось от древнего города самаритян, надо на въезде в поселок Нофим попросить ключи от ворот безопасности. Размеченная тропа ведет нас к ближайшему холму руин. По дороге, прямо посреди поля, видны развалины сторожевой башни. Она же маслодавильня. Рядом с ней миква с хорошо сохранившейся штукатуркой розоватого цвета. Именно цвет штукатурки дает основание археологам утверждать, что миква использовалась в византийский период. А что делает миква для ритуального очищения посреди полей, вдали от города? Про самаритян еврейские мудрецы говорили: «Страна Кутим чиста, ее миквы, ее тропы чисты». Видимо, заниматься производством вина и масла самаритяне предпочитали в ритуальной чистоте. Интересно, что и сегодня самаритяне относятся к выполнению многих заповедей строже, чем евреи. Например, вообще не греют пищу в шаббат, а в Йом-Кипур у них постятся даже малые дети. Осторожно, не споткнитесь. Прямо на дороге встречаются прозрачные кварцевые друзы. Это редкое геологическое явление. Поднимаемся на вершину холма руин и обнаруживаем там целый завод по производству масла и вина. Жилые дома, водосборники, пещеры, выдолбленные в мягкой породе. В погребальных пещерах среди захоронений археологи нашли ассуарий. Это свидетельство того, что когда-то в городе жили евреи. Самаритяне не перекладывали кости умерших в ассуарии. Так делали только в Иудейском царстве.
Однако миква в византийский период могла использоваться здесь только самаритянами. Получается, что после ухода евреев город заняли самаритяне, что соответствует свидетельству из Талмуда, который говорит о 13 городах кутийцев, самаритян, занятых ими в дни разрушений. Возможно, мы находимся в одном из этих городов, а за неимением еврейского имени пока остается называть эти развалины арабским названием Хирбет-Шхаде. Вернемся на 55-е шоссе и продолжим движение по направлению к поселению Гдумим. Ближайшая арабская деревня называется Эль-Фундак, что говорит о древности дороги. Пундак на иврите – это постоялый двор и одновременно трактир. За древний Джат, бывший еврейский Гат, поворот на Шавей-Шамрон и Эйнав. Не заезжая в Шавей-Шамрон, повернем на 557-е шоссе на запад на поселение Эйнав и Авней-Хефец. 557-е шоссе проходит вдоль русла Нахаль-Шхем. Западнее речка впадает в Нахаль-Александр. Это древняя дорога из Шхема на побережье. Сегодня шоссе приводит в Натанию. С дороги надо свернуть в соответствии с указателем Хурват-Самара. Короткое пешее путешествие в соответствии с разметкой приведет вас к величественным остаткам древней синагоги. Синагога построена на месте более древней крепости. Она трижды перестраивалась и расширялась, вплоть до VI века новой эры. Синагоги Шамрона отличаются тем, что они направлены не на Иерусалим, а на гору Гризим, главную святыню самаритян. К сожалению, мозаичный пол перед входом продолжает уменьшаться в размерах из года в год. Спасибо археологам. Они успели забрать в музей самую красивую из найденных здесь мозаик с изображением храма и святая святых. Вокруг синагоги также видны многочисленные монументальные развалины. Величественная крепость хорошо сохранилась. Уцелела арка, дверные проемы. Да, размах строительства самаритян в римско-византийский период впечатляет. А давайте помечтаем. Возможно, в наше время, после тысячелетий изгнания, многострадальные еврейские и самаритянские народы наконец-то вспомнят про общие корни. Так или иначе, гулять по древней Самарии приятно в любое время года. Панорама с местных холмов открывается удивительная.